Приветствую тебя на моем канале про кино. Сегодня мы погружаемся в мир сериалов от суровых корейских гангстеров до воскресших фермеров. От кроссвордов с убийствами до микстейлов с любовью. Будет мрачно, романтично, загадочно и очень-очень захватывающе. Так что устраивайся поудобнее и смотри до конца. А мы начинаем обзор самых горячих новинок июня. Поехали! Сегодня в фокусе у нас настоящий гвоздь корейского телесезона 2025 года. Пощады не будет. Суровый, стильный и абсолютно беспощадный сериал от Netflix. Представьте себе, бывший гангстер, покинувший криминал, вернулся спустя 15 лет, чтобы мстить за брата. И мстит он не словами, а кулаками. Это не сериал, это гимн решимости. А в главной роли Со Джи Соп, тот самый харизматичный красавчик, которого вы видели в сериале «О моя Венера». Теперь он молчит, смотрит с прищуром и метелит плохих парней так, что Джон Уик бы аплодировал. Гангстеры, клининговые фирмы, прокуроры с темными секретами, кровавые разборки в подземных парковках и перестрелки с чистильщиками. Не сериал, а игра в кальмара, только без кальмаров, но с размахом. Брутально, жестко, нереально круто, пишут фанаты. Мрачновато, но очень качественно, говорят критики. Если вы любите, когда герои не жалеют врагов и свое здоровье ради справедливости, вам сюда. Пощады не будет, это не просто название, это предупреждение. Представьте себе, библейские времена, но вместо сандалий кроссовки, вместо пустыни бетонный мегаполис. Книга Деяний апостолов переехала в альтернативную современность. В мрачном мегаполисе под названием Селем, намек на Иерусалим, появился человек, который, скажем прямо, воскрес. И тут все начинается. Уличные проповеди, чудеса, растущая толпа последователей. А власти здесь – репрессивный империум. И весь мир будто 1984 Джорджа Оруэлла, но с религиозным нервом. В главных ролях не суперзвезды, но крепкие британские актеры. Снято очень атмосферно, холодный свет, мрачные улицы, почти ни капли цифрового футуризма. Зрители разделились. Для одних это дерзкий и смелый христианский сериал, для других слишком мрачный, без надежды. Но уж точно это не проходной проект. Он цепляет, вызывает вопросы и не дает расслабиться. Если хотите увидеть, как апостолы поднимают движение в условиях тотального контроля, то «Завет» стоит попробовать. А сейчас представьте себе конец 80-х, Шеффилд, Англия. Музыка на кассетах, джинсовки, школьные дискотеки и первая любовь. Он Дэниел, она Элисон. Вместе они создают микстейлы. Да-да, те самые кассеты с песнями, записанными вручную и с надписями от руки. Каждая сторона – маленькая история. Проходит 30 лет. Элисон теперь писательница в Сиднее. Дэниел – журналист в родном Шеффилде. И вдруг бум, соцсети, они снова на связи. И вот вопрос, можно ли переписать старую кассету? Микстейл – совместный проект Австралии, Ирландии и Канады. Всего 4 серии, но сколько эмоций. В главных ролях Тереза Палмер, известная по фильму «Тепло наших тел», и Джим Стерджес, исполнивший главную роль в фильме-мюзикле «Через вселенную». Отличный монтаж, переплетение двух времен, атмосфера 80-х и ни капли лишней слащавости. Микстейл для тех, кто любит ностальгию, хорошие истории и все еще хранит старые кассеты. Если вы думаете, что в маленьких американских городках по ночам только сверчки стрекочут, то сериал «Возрождение» вас переубедит. Итак, представьте глухой американский городишко. Все как в учебнике. Церковь, кукурузные поля, тишина. Но только не 2 января. Потому что именно в этот день умершие вдруг возвращаются к жизни. Да-да, буквально воскресают. Не зомби в лохмотьях, а вполне себе бодрые граждане. С памятью, лицом и кое-какими темными секретами. Главная героиня – офицер полиции Дана Сайпресс. Ее играет Милани Скарафано, которую вы могли видеть в сериале «Вайнона Эрп». Она и тут хороша, и пушку держит уверенно, и драму отыгрывает на 5. В общем, каст сильный, харизматичный и по-хорошему разнообразный. И это не очередной зомби-экшен. Критики называют его фермерским нуаром. Странное выражение, но прямо в точку. Тут и провинциальная безысходность, и эта вечно настораживающая тишина. Так что включай и возрождайся с удовольствием. А сейчас у нас новинка из Южной Кореи, но сразу с оговоркой. Если вы любите черный юмор, патологическую анатомию и семейные драмы, но в максимально тревожном криминальном ключе, добро пожаловать в мир сериала «Охотник со скальпелем». Главная героиня – судебный патологоанатом. Она знает тела вдоль и поперек. Но есть одно тело, которое ее особенно пугает – ее отец. Не потому, что он умер, а потому, что, кажется, не умер вовсе. Он был серийным убийцей и, возможно, снова взялся за старое. Расследовать все это помогает детектив. Прямолинейный, принципиальный, не привыкший копаться в семейных скелетах.
Это мрачная стильная история о травме, наследственности и тонкой грани между разумом и безумием. Плюс визуал сериала на высоте, гнетущие цвета, анатомический реализм и игра актеров выше всяких похвал. В общем, «Охотник со скальпелем» рекомендуется всем, кто не боится темных подвалов, психологических узлов и того, что близкие люди иногда оставляют след глубже, чем кажется. А теперь готовы к детективу с легкой ухмылкой? Знакомьтесь, сериал «Дело о загадочном убийстве». Жанр коси крайм. Это когда преступление вроде бы есть, но все так мило и неспешно. Место действия – спокойный, уютный провинциальный городок. Тут вроде как все друг друга знают, пока не находят тело с кроссвордом, приколотым к груди. И вот появляется она, Кора Фелтон, знаменитая пазл-леди. Властная, язвительная, с неожиданным чувством юмора. В главных ролях Филлис Логан, помните ее как миссис Хьюз из «Аббатства Даунтон», и Шарлотта Хоуп, блиставшая в «Испанской принцессе». Ну и по традиции зрители опять-таки разделились. Одни в восторге от атмосферы, другие говорят слишком мило, слишком просто. Но согласитесь, иногда именно этого и не хватает. Мягкого, неспешного, слегка абсурдного сериала, где убийство не повод для ужаса, а скорее интеллектуальная зарядка. Так что «Дело о загадочном убийстве» вполне может стать вашим новым запретным удовольствием. Ну что, друзья, готовы к настоящему экшену? Тогда встречайте новый суперсериал «Обратный отсчет» на Amazon Prime Video. Дженсен Эклс, наш старый знакомый Сэм из «Сверхъестественного», снова на экранах. Но теперь он детектив Марк Митчем. И он не будет сидеть сложа руки, пока в городе происходят темные дела, а невиновные рискуют своей жизнью. На его стороне команда крутых специалистов ФБР. «Обратный отсчет» – американский криминальный драматический телесериал, созданный и написанный Дереком Хаасом. Этот парень спец в жанре экшен. Вам предстоит стать свидетелями невероятных расследований, неожиданных поворотов и, конечно, эпичных экшн-сцен. 13 серий, захватывающий сюжет, напор на максимуме. Обратный отсчет гарантированно будет держать вас в напряжении до последней минуты. Так что не теряйте время и поймайте преступников до того, как время будет исчерпано. Прямо сейчас на Amazon Prime Video не пропустите. Так, внимание, друзья, мы в Португалии, но не где-то там на побережье. Мы на острове Фаро, месте, где солнце светит, а конфликты кипят. Главный герой этой истории Зе, и этот мужик не собирается продавать свою землю, и даже за большие деньги. Он вовсе не парится, что вокруг его дома с каждым днем туристов и застройщиков становится все больше. Главное, чтобы не трогали его ресторан и его участок. Но, как всегда, в такие моменты появляется тот, кто с блеском в глазах зарабатывает на чужих проблемах. Только вот вскоре адвоката Абеля ждет кое-что неожиданное. Смерть на паруснике, друзья. И приходит время разгадывать, кто же у нас тут нечист на руку. Нас ждет настоящий португальский детективный квест, где деньги, власть и местные жители смешиваются с потусторонним, а расследования могут быть такими запутанными, что вам захочется нанять собственного детектива. Маяк уже зажег огонь, и теперь вам придется искать ответы, пока не стало слишком поздно. На этом острове вам точно не будет скучно. На сегодня у меня все. И если вам понравилось, не стесняйтесь поддержать донатиком. Каждая ваша монета помогает держать микрофон включенным, а голос бодрым. Спасибо, что были со мной, и до встречи в следующем выпуске. Услышимся!